Подписчикам привет! Сегодня фильм «Эти безумно богатые азиаты», 2018 год, авторы сценария Адель Лим, Пит Чиарелли, режиссер Джон Чу, в ролях Констанс Ву, Генри Голдинг, Мишель Ео, бюджет 30, сборы 238 миллионов долларов. Сюжет. 1995 год. Женщина-азиатка с двумя детьми в дождь заходит в респектабельный отель в Лондоне и говорит, что для них забронирован номер. Но управляющий хочет выпроводить их. Он даже не разрешает им позвонить, и женщина вынуждена в дождь идти к автомату на улице. Когда она вернулась, их встречал теперь уже бывший хозяин лорд Калторп и сказал, что продал отель семейству Янг. Ну и распорядился проводить их в номер. 2018 год. Рэйчел Чу, профессор экономики в теории игр в Нью-Йоркском университете, встречается с Ником Янгом, преподавателем университета. Он приглашает ее посетить свадьбу лучшего друга и заодно познакомиться со своими родственниками в Сингапуре. Рэйчел не подозревает, что семья Ника очень богата. Перелет в первом классе авиалайнера вызвал недоумение у Рэйчел. Персонажей очень много, невозможно запомнить всех по именам, назову только некоторых. Это мать Ника Элеонор, бабушка Ника, имени не помню, подруга Рэйчел Пэк, двоюродная сестра Ника Астрид, ее муж Майкл, двоюродный брат Ника Оливер. Элеонор и бабушка не в восторге от выбора сына и внука. Были организованы девичник и мальчишник, естественно, богатенькие девочки строили козни Рэйчел, надо сказать, совсем не безобидные. Рэйчел хотела покинуть остров, но Астрид отговорила ее, заодно поделившись с ней, что ее муж ей изменяет. Есть сцена, где Астрид приходит домой с покупками, и прислуга прячет некоторые покупки. Мне показалось это странным. Но в процессе выяснилось, что муж был беден, и вся родня Астрид считала его альфонсом. Астрид было неудобно перед мужем за очень дорогие покупки, и чтобы не ущемлять его гордость, она вынуждена была так поступать. В конце концов, они разводятся. По приезду с девичника Рэйчел делится с Ником всеми неприятностями. И он, чтобы как-то их сгладить, приглашает Рэйчел на лепку пельменей со своей семьей. На этом мероприятии Рэйчел замечает кольцо на руке Элеонор и так говорит, что оно было изготовлено на заказ отцом Ника, так как семья Янг не принимала Элеонор. То есть Элеонор на себе испытала неприязнь родственников мужа, но это не прибавило ей сочувствия к Рэйчел, и она сказала, что Рэйчел недостойна Ника. Короче, Рэйчел все это надоело, и она, делясь с Пэк, подругой своей, говорит, что хочет порвать с Ником и уехать. Но подруга убеждает ее, что надо побороться за свое счастье. К свадьбе Золушку Рэйчел наряжали Пэк и Оливер, и платье действительно было прекрасным, нежным, воздушным, в голубых тонах, с цветами вокруг шеи и груди. Рэйчел была не допущена сидеть на церемонии вместе с семьей Янг, но она не растерялась, заговорила с малайской принцессой Интан и присела возле нее. Церемония бракосочетания была просто грандиозной. Меня очень впечатлила вода, заливающая дорожку и превращающаяся в некий ручей, по которому невеста шествовала к жениху. Ничего подобного я нигде не видела. В руках гостей светящиеся бабочки, цветы, но все это волшебство омрачила беседа бабушки и Элеонор с Ником и Рэйчел, где Элеонор обвинила Рэйчел в обмане, что, проведя расследование, Элеонор выяснила, что Рэйчел незаконно рожденный ребенок, что ее мать, бросив законного мужа, спуталась с каким-то мужчиной и сбежала в Америку. Рэйчел сбежала со свадьбы и совершенно подавленная отлеживалась у Пэк, у подруги. Но Ник вызвал мать Рэйчел, и она приехала, чтобы поддержать дочь. Мать рассказала ей, что муж ее избивал, и она, ища утешения, сблизилась с одноклассником, родила от него дочь и, боясь мести мужа и разглашения ее тайны, сбежала в Америку. Рэйчел назначила встречу Элеонор, матери Ника, в клубе игры в маджонг. Это китайская игра, популярна очень. Рэйчел намеренно проигрывает Элеонор, говорит, что Ник готов порвать с семьей и сделал предложение Рэйчел, но она не хочет, чтобы Ник опять остался без матери, так как в детстве мать отдала его на воспитание бабушки, и это травмировало его. Она сказала, что отказывается от своего счастья, и что пусть Элеонор, глядя на другую невестку и внуков, всегда помнит, что это ей подарила Рэйчел. И она берет под руку свою мать, которая ждала ее за соседним столиком, и гордо уходит.
И последняя сцена на борту самолета. Эконом-класс. Ник бежит по тесному проходу, кричит Рэйчел, что он тоже возвращается в Нью-Йорк, заодно помогает бедным пассажирам расставить багаж. Припав на колено, достает коробочку с кольцом, и, о чудо, кольцо ее матери, то есть она все-таки дала согласие. Ну, конечно, одобрительный гул пассажиров, поцелуй и все такое. В общем, опять счастливый конец сказки про азиатскую Золушку. Теперь о своих впечатлениях. Фильм стал первым массовым кассовым голливудским фильмом, где все ведущие актеры имеют азиатское происхождение. И при этом сюжет не связан с боевыми искусствами. Это не мое впечатление, это факт. Сцена в начале фильма, презрительное отношение белого управляющего к азиатам. Странное дело. Чем больше успехов добиваются азиаты в спорте, автомобилестроении, электронике, чем чаще побеждают на математических олимпиадах, чем больше успехов добиваются в экономике, чем больше и чаще путешествуют, тем больше вызывают раздражение у неазиатов во всем мире. Это мое частное мнение. Несколько лет назад разразился скандал с очень известным журналистом, который высказался нелицеприятно в адрес туристической группы из Китая в Европе. Меня это шокировало. Одно дело, когда это позволяет себе водопроводчик Коля, и совсем другое дело, когда это транслирует известный журналист, да еще с экрана. Вот ведь как бывает. Теперь о равных браках. С одной стороны, браки должны быть равными, я имею в виду социальный статус. И развод богатой Астрид с бедным мужем лишний раз подтверждает это. Но с другой стороны, Рэйчел всего в жизни добилась сама. Профессорское звание в Нью-Йорке – это статус и деньги, и уважение. Ну какая разница, кто ее родители? Эту статусность она заработала честным и тяжким трудом. Ее результат говорит о ее характере. А – трудолюбие, Б – упорство, В – результативность, Г – ответственность, Д – любовь к матери. Да, осознание того, что бедная мать подвергла себя лишениям, лишь бы дочь чего-то добилась, не дать повод матери разочароваться в ребенке, не самые плохие качества для претендентки на роль жены для твоего сына. Ну и жизнь все расставит по своим местам. Да и зачем испытывать чувство вины, если сын будет несчастен в других отношениях? На дворе 2023 год, 21 век, но история Золушки интересует как бедных, так и богатых на разных континентах. Бедные девушки и их родители мечтают о богатом принце, а родители богатых принцев оберегают свое богатство от бедных невест и их родителей. У каждой истории свое развитие и свой финал, но зрителям во всем мире хочется, чтобы у экранной истории был хэппи-энд. Иначе как жить бедным, если лишить их этой иллюзорной надежды на счастье? Это, конечно, шутка. Всем здоровья и мира. Пока. Подписываемся на канал.